Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости сегодня к утру подоспели, какие ожидаются события и, соответственно, какие у нас с вами виды на текущие движения по активам нефти, золоту, серебру и российским акциям. Итак, друзья, давайте календарик посмотрим. Сегодня выходит важная статистика по Соединенным Штатам. Число выданных разрешений на строительство. Я думаю, все будет крутиться именно в ожидании этих данных. Также сегодня выступление центробанкиров, европейских, американских. Но я думаю, до 15:30, скорее всего, на рынках будет боковик. Да, Китай достаточно благодушно сегодня с утра торговался. Если переходить к графикам, дневной график выглядит таким образом. Ну, по сути, по Китаю здесь получается все движение идет в рамках боковика, у которого верхняя граница это 5040 и, соответственно, нижняя граница 4775. Пока нету уверенного пробития и закрепления этих значений, вот эта вот болтанка, она может продолжаться еще достаточно долго. Возможно, до Нового года, несмотря на весь ужас, который там происходит, и постоянно там все новые и новые из рукава вытаскивают события, ожидания. Там с Тайванем начали обсуждать, что делать. Но исходя из дневного таймфрейма, могу сделать вывод, что здесь пока нет четкой уверенности относительно того, куда продолжить движение. Да, у всех есть ощущение, что он должен завалиться непременно, но порой пути движения бывают весьма и весьма витиеваты. Итак, Китай сегодня с утра дает позитивный внешний фон и, как минимум до 15:30, либо какой-то небольшой рост на российском фондовом рынке, который вчера начал проседать, либо, по крайней мере, будет попытка консолидироваться, закрепиться вокруг достигнутых значений. Так, Baltic Dry. Baltic Dry вроде как развернулся, но пока говорить о том, что он вернулся к тем значениям, которые были бы комфортны для мировой экономики, я думаю, преждевременно. Для того, чтобы что-то подобное утверждать или предполагать, необходимо, чтобы он хотя бы вернулся вот в этот диапазон 3500-3300, вот сюда вот. Тогда здесь уже эти значения они будут более или менее приемлемы. И в идеале вернуться в диапазон 1500-2000. Но такого, скорее всего, не будет, кроме как острейшая фаза кризиса разразится. А текущие значения продолжают давить и усиливать инфляцию издержек, которая и так невероятно высока. Так, друзья, далее давайте посмотрим индекс RGBI, месячный таймфрейм. Собственно говоря, исходя из месячного таймфрейма RGBI, текущие значения могли бы послужить той точкой, от которой он отобьется и развернется. Но неделька вообще разворотная. И, соответственно, на дневках идет борьба за ключевой уровень 140-50. Этот индекс, как вы понимаете, он очень важен для курса рубля, рубль-доллар, и, соответственно, он является определенным отражением состояния российской финансовой системы и экономики. Здесь какой есть нюанс, на который почему-то внимание не заостряют. Все больше обращают внимание на санкции, шманкции и так далее. Вот этот показатель, он зависит от инфляции. Соответственно, если в стране инфляция высокая, то, как правило, банды, они не представляют особого интереса. Кроме каких-то специальных бандов, которые там привязаны к инфляции. Дело в том, что в России инфляция, она имеет еще свою собственную составляющую, помимо той, которая импортируется. И поэтому, когда речь идет об инфляционном давлении вообще в целом мире, то, вообще банды, они теряют свою привлекательность в своей основной массе. И вот это инфляционное давление, оно особенно негативно для российских долговых бумаг. А на текущий момент, пока вот это значение 140,5 не пробито, соответственно, дополнительного давления на курс рубль-доллар, рубль-евро не создается. Так, друзья, далее американский индекс страха и волатильности VIX, дневной таймфрейм, но здесь, исходя из дневного таймфрейма, тишь да блажь.
И, соответственно, сегодня на американском рынке должно происходить, ну, как минимум, ничего страшного, а как максимум движения к тем хаям, которые ранее были. Ну, это, разумеется, на фондовом рынке, это не в ВИКСе. Так, друзья, ну вот, переходя к S&P, это SFD на фьючерс, мы видим, что на сегодня идет попытка пробоя значения 4480, 5000, вот этот, прошу прощения, 4500. Вот этот диапазончик, если будет сегодня пробит, это было бы чудесно, потому что отсюда сразу пойдет движение, у которого цель находится уже в районе 4540. Ну, а там и до переписывания хая совсем немножко осталось. Здесь, собственно говоря, разворотная формация, и эта разворотная формация, она должна вести к тому, чтобы был переписан вот этот максимум исторический, который ранее был достигнут. Соответственно, ситуация в ВИКСе указывает на то, что это вполне вероятно на этой или следующей неделе. Так, друзья, далее нефть. По нефти идет попытка развернуться и откатиться, но пока эта попытка, она, с моей точки зрения, успехом не увенчалась. Да, такого динамического движения, чтобы сразу на 88,5 и там закрепиться, не происходит. Тем не менее, текущая ситуация указывает на то, что она какое-то время должна проторговаться и консолидироваться в районе достигнутых значений. Но в идеале, конечно, выше 84. Так, друзья, но переходя на часовик, здесь вообще все отлично. Опираясь на часовик, могу сказать так. Весьма вероятно, сейчас по нефти разовьется дальнейший рост, у которого цель движения будет находиться в районе 85,9. Но 85,9 и потом попытаться пробить вот эту пимпочку 8,6, потому что отсюда ближайшая локальная цель движения это 88,4, 88,5. Соответственно, здесь, если возникает противоход и пробой 83,7, уровня, который находится чуть ниже 84, то, соответственно, по нефти мы увидим тестирование 82,2, 82,1. Вот на текущих значениях, исходя из часового таймфрейма, именно пробой значения 82,2, 82,1 вот этого диапазона приведет к тому, что по нефти разовьется коррекционный откат, у которого цель, возможно, даже будет в район 78,8. Я понимаю, что здесь подобные утверждения на растущем рынке, они звучат несколько фантастично, потому что мышление человека, оно инерционно. То есть если растет, человек не может допустить, что большинство людей не могут допустить, что вот оно все внезапно развернется и пойдет вниз. Да, действительно, на текущий момент из-за зеленой революции, из-за того, что Китай активно стал на зеленые лыжи, равновесие в нефти сместилось и в газе. Ну, сначала в газе, потом в нефти. Но, тем не менее, надо понимать, что экономика Китая, она несет в себе очень значительные риски, и могут быть какие-то достаточно резкие заявления в части сокращения энергопотребления. Соответственно, на фоне этих энергопотреблений может возникнуть резкий коррекционный откат. Опять же, пока ключевые уровни не пробиты, я по нефти не ожидаю в ближайшее время никакого негатива. Так, друзья, далее золото, давайте часовик посмотрим. Ну, здесь движение в консолидационном диапазоне 1784, 1754. Вот все, оно так и ходит. Как только 1784 возьмем, отсюда сразу пойдет движение, у которого цель уже будет не 1800, а взять 1807 и, возможно, 1814. Соответственно, вот вся эта формация, она нарушается, и по золоту рост нивелируется, если идет коррекционный откат и пробитие значения 1742-1745. В принципе, коротенькое такое движение может произойти, но я думаю, что до конца недели, ну, по крайней мере, до четверга, таких особо резких задергов не будет. Здесь либо сейчас консолидационное движение в диапазоне 1769-1782 с попыткой взять 1784, или пробой 1784 и коротенький задерг на 1795. Я думаю, сегодня, если вот этот диапазон будет взят 1782-1784,
мы отсюда можем увидеть сразу движение в район 1807. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Вот это движение пока что на рост доллара, оно не укрепилось. Но здесь на что хотел обратить внимание. Вот этот новый минимум локальный, который сформирован 70,9. Если он не будет пробит, то я ожидаю, что в ближайшее время вот это движение на 71 и 7,8 оно все-таки произойдет. Причина здесь следующая. Несмотря на положительный платежный баланс, очень сильно положительный, несмотря на высокую нефть и газ, в общем-то, нету никаких оснований для того, чтобы давать рублю укрепляться с точки зрения работы экономики. Здесь все очень просто. Хотя вот в текущей ситуации для того, чтобы улучшить, скажем так, ситуацию с доходами населения, нужно было бы дать рублю укрепиться и сходить ну хотя бы на 64, а в идеале на 55. Тогда бы ситуация значительно бы выправилась. Так, друзья, далее евро-рубль. Давайте посмотрим фьючерс. Здесь на текущий момент евро-рубль пытается консолидироваться в диапазоне 83 700, 83 900. Соответственно, здесь, я думаю, целесообразно сейчас подождать, как эта ситуация разрешится. Ну, судя по динамике движения, которая вот здесь вот началась, я все-таки ратую за то, что будет сегодня-завтра взято вот это значение 84, 84 100, возможно, даже 84 300. Да, здесь есть уровень, который 83 700. Пробой этого уровня ведет к тому, что будет движение в районе 83 400. Но в евро я все-таки склоняюсь к мысли о том, что после того, как здесь будет проторговочка, как минимум возникнет задерг на укрепление евро. Причем на текущий момент, в общем-то, я думаю, у евро даже побольше драйва, нежели у доллара. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь от уровня 186 850 отбились. Ложный пробой не закрепился по этому уровню. Сейчас что с ним будет происходить, как я думаю? Ему нужно еще немножко вот сюда вот наверх, 188 500 сходить. Далее, если он на сегодня в первой половине дня закрепляется в этом квадратике выше уровня 188, 187, 850, то, соответственно, проторговочка в течение 1, 2, 3 часов, она ведет к тому, что отсюда будет движение наверх и, соответственно, пробой переписывания вот этого хая, который ранее здесь возник. Вот. Но если сейчас будет уход и консолидация ниже 187, 850, то весьма вероятно сегодня в течение дня мы увидим движение в район 186 500 и попытка закрепиться около этого значения. Так, друзья, далее Газпром. Смотрите, да, по Газпрому, по Сбербанку происходили выходы, и, соответственно, теперь, я думаю, в средний срок его в лонг лучше не рассматривать. Лучше за ним сейчас понаблюдать. Два важных сейчас локальных движения по Газпрому могут произойти. Первое – это пробой значения 360, 359,5, вот здесь вот. Соответственно, если это происходит, то здесь весьма вероятно будет сразу тестирование 350, а вот если уже возникает пробой 350, то вся эта конструкция, она рассыпается. Если сейчас вот это движение развития не получает, он продолжает находиться в этом диапазоне, то на следующей неделе отсюда весьма вероятно будет выход, у которого цель движения будет 383. Так, друзья, но по Сбербанку ситуация схожа. Что здесь происходит? Происходит переток капитала. Соответственно, либо идет выход с российского рынка, либо ищут какие-то идеи, которые пока временно не сыграли. И, соответственно, эти идеи пытаются реализовывать. Вчера мы видели, например, Северсталь росла. Так, друзья, ну давайте вот Северсталь посмотрим, раз такой движняк по ней пошел. Но здесь по Северстали есть все шансы в ближайшую неделю-две отработать 1750, потом, возможно, переписать исторический хай 1920. Судя по дневному таймфрейму по Северстали, разворотная формация, которая вот здесь произошла в районе 7 октября, она еще не закончила.
Вот как только закрепление на уровне 1670 будет, я думаю, отсюда сразу пойдет очень энергичное движение, у которого цель будет 1800. На дневке и на других таймфреймах немножко цели отличаются. Где-то 1750, где-то 1800. Исходя из дневного таймфрейма, если мы опираемся на более короткие диапазоны, то весьма вероятно в течение 2-3 недель отработка вот этого значения. Критерий того, что не пойдет этот процесс, это коррекционный откат и пробитие 1530. Так, друзья, в общем-то все. Основные инструменты, основные моменты, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов, хорошего дня вам и всего самого лучшего. И, конечно же, прибыли. Счастливо!